Почему азербайджанцы согласились исключить Зангезурский коридор из проекта мирного договора с Арменией? Спецпредставитель президента Азербайджана Эльчин Амирбеков заявил, что в Баку и Ереване договорились об исключении из проекта мирного договора пункта о региональных коммуникациях и Зангезурском коридоре. По словам Амирбекова, исключение пункта значительно упрощает переговорный процесс, но стороны договорились вернуться к вопросу на более позднем этапе. Однако в Азербайджане сохраняют ключевое требование – это изменение преамбулы Конституции Армении, из которой будут исключены территориальные претензии. В противном случае, заявляют в Баку, новое правительство Армении сможет аннулировать мирный договор, так как он не будет соответствовать текущей Конституции. Очевидно, что в Азербайджане пошли на мнимую уступку, отложив разговор о Зангезурском коридоре, чтобы как можно скорее закрепить захват Нагорного Карабаха и придать легитимность осенним внеочередным парламентским выборам. В то же время вопрос о Зангезурском коридоре, который подразумевает сухопутный коридор по территории Армении для связи Азербайджана с его Нахичеванской республикой и Турцией, явно не снимается с повестки в регионе. В МИД Армении заявляют, что республика остается верна своему логистическому проекту «Перекресток мира», который призван уважать суверенитет стран региона, в отличие от турко-азербайджанского Зангезурского коридора. Однако пока все действия Баку, начиная от военных провокаций в районе Нахичевани и заканчивая идеологическими призывами о возвращении азербайджанцев в Западный Азербайджан, то есть Сюникскую область Армении и Ереван, говорят о том, что от проекта Зангезурского коридора турецко-азербайджанский тандем реально отступать не собирается. Сам факт договоренности между Азербайджаном и Арменией по одному из ключевых, но искусственно внесенных Азербайджаном пунктов в переговорный процесс – это дипломатический прорыв. Дело в том, что в трехстороннем мирном соглашении 9 ноября 2020 года России, Азербайджана и Армении не содержится конкретного упоминания о так называемом Зангезурском коридоре, соединяющем западную часть Азербайджана с Нахичеванью. Поэтому, когда стороны демонстрировали неготовность к принятию компромиссного решения по коммуникациям, выдвигая неприемлемые друг для друга условия, всегда стоял вопрос о какой-то дипломатической схоластике. Теперь появляется определенная ясность, поскольку Баку и Ереван признали, что в проекте мирного договора содержался внесенный Азербайджаном пункт о Зангезурском коридоре. Но сохраняются важные нюансы. Первый. Важно отметить, что в начале об изъятии статьи о региональных коммуникациях в проекте мирного договора сообщил глава специальных миссий резидента Азербайджана Эльчин Амирбеков после посещения США. По его словам, мы не хотим усложнять процесс заключения мирного соглашения. Это смена геополитической диспозиции в регионе с переносом акцентов на иранское направление. Транспортный выход Азербайджана в Нахичевань будет осуществляться через территорию Ирана и далее в Турцию. То есть, получается, что США заставили Баку отказаться от так называемого Зангезурского коридора. Второй нюанс. Снимается напряженность в Зангезуре, вокруг которого набирала обороты геополитическая пляска с участием России и Турции. Вопрос открытия транспортных коммуникаций будет обсуждаться только после подписания мирного договора. Третий нюанс. Похоже, что Армения тоже готова пойти на уступки, чтобы не затягивать переговоры. Но какие? Согласно бакинской версии, основным препятствием в достижении согласия по тексту мирного договора остается присутствие в армянском законодательстве притязаний на суверенные территории Азербайджана. В частности, в Конституции Армении есть ссылка на Декларацию независимости этой страны, в которой, по мнению Азербайджана, прописаны территориальные претензии к соседнему государству. Баку требует исключения юридических оснований к возможным территориальным претензиям в будущем. Армения обещает изменить Конституцию только к 2027 году, но по всем признакам правительство Никола Пашиняна будет пытаться решить эту проблему какими-то иными ходами. Четвертый нюанс. Сбывается прогноз президента Турции Реджепа Таyyипа Эрдогана,
согласно которому Зангезурский коридор может пройти через Иран, а не Армению, и эту ситуацию необходимо решить без конфликтов и шума. В этой связи турецкая газета «Хурриет» не исключает того, что Анкара готовится к восстановлению отношений с Арменией. Вот почему появляется ощущение, что обстановка в Закавказье эволюционирует в новое качество с потенциальными переменами прежнего статус-кво. Но все или почти все будет определяться завершением мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном. Какие бонусы может получить Армения, если она станет частью Евросоюза? Не являющаяся членом Европейского Союза, но стремящаяся к вступлению и готовящаяся к проведению референдума с этой целью, может повысить качество и эффективность своих органов местного самоуправления, опираясь на учреждения и опыт ЕС. Объявление о намерении присоединиться к ЕС может дать Армении возможность привлечь поддержку Союза и его программы, направленные на развитие местного самоуправления. Улучшение местного самоуправления при поддержке ЕС, техническая помощь ЕС и обмен опытом. Армения может воспользоваться опытом ЕС, привлекая экспертов и консультантов для улучшения работы органов местного самоуправления. Например, технологии, успешно применяемые в ЕС, могут быть использованы для модернизации сельского хозяйства в сельских районах. Финансовые и инвестиционные программы ЕС. Хотя Армения не является членом ЕС, она может участвовать в его финансовых программах, направленных на поддержку соседних стран. Это могут быть инфраструктурные проекты по строительству дорог и школ, развитие профессионального образования, а также внедрение современных сельскохозяйственных технологий. Поощрение участия женщин. ЕС уделяет большое внимание участию женщин в местном самоуправлении, и Армения может извлечь пользу из передового опыта Союза в этом направлении, создавая возможности для большего участия женщин в управленческих структурах. Повышенная безопасность и устойчивость. Безопасность приграничных сообществ можно укрепить в сотрудничестве с ЕС, используя европейские системы безопасности и программы, направленные на повышение уровня безопасности в этих регионах. Примеры стран, стремящихся стать членами ЕС. Некоторые страны, находящиеся на пути к членству в ЕС, уже воспользовались поддержкой Союза до получения полноправного членства. Например, государства Балканского региона, стремящиеся к вступлению в ЕС, получили значительную поддержку от Союза для улучшения местного управления, развития инфраструктуры и модернизации систем образования и здравоохранения. Ряд бывших советских республик Восточной Европы, таких как Польша и Литва, также получили поддержку ЕС для улучшения местного управления еще до того, как стали полноправными членами Союза. Эти примеры демонстрируют, что Армения может начать получать поддержку ЕС уже на этапе подготовки к вступлению, что будет способствовать повышению эффективности органов местного самоуправления и развитию страны. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить самые важные новости региона и мира.